Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. На курсах по плетению изделий мы сплели вот такой наборчик для кухни. Это видеонарезка с эфиров о том, как я плела купол этой овальной хлебницы. Как я делала форму из пеноплекса для плетения этой хлебницы, можно посмотреть по ссылочке у вас на экранах. Значит, начертила, да, то, что нам нужно. Здесь мы отложили 6,5 сантиметров. Вот тут вот. Вот так. Вот это вот расстояние у нас остается неровное. Его надо отдельно проплести. У нас здесь получается 10 сантиметров. Расстояние между стойками я буду брать где-то 2,5 сантиметра на куполе. 2,5 сантиметра. Это значит 10 на 2,5. Это 4, ну как раз 2,5. Это вот так вот. Угу. Вот так вот оставлю. Вот здесь вот я буду менять цвет на темненькие. И вот на этом стыке я буду плести. Вот, добавляю. И как раз длинные. Так как у нас получается, мы добавили по одной стойке в каждому сегменту, то, что я считала в начале, получилось стоек 6, а нужно 7. Я добавляю сюда одну, и так как еще один сегмент, добавляю еще одну. Получается, в центральной будет 4 аж. Я просто окончу ряд, обрежу трубочки. Подложила, проплетаю веревочку в 3 трубочки. Темное и светлое. Так. Первый ряд у нас идет веревочка в 2 трубочки по рисунку. Насколько я помню. Веревочка в 2 трубочки. Так, опять пытаюсь под стоечки завожу. Первый ряд простенько делается. Веревочкой в 2 трубочки разными цветами.
оставляю темную трубочку, которая вышла снизу, вот, а которая сверху, вот ей буду плести ситцевое плетение. То есть одну трубочку я пока оставила, этой трубочкой я ситцевое плетение проплету ситцем. Там все видно, то есть вот, которая вниз ушла трубочка, видно. Вот, до начала ряда вот моя стоечка отмеченная, вот она трубочка вышла, да, обратно веревочку. Вот они все вместе собрались. Не знаю, только... Вот так пока получается. Ну так, вот до своей отмеченной я доплела. Закрываю ряд. Вот она моя отмеченная. И вот я закрыла ряд, и пошла темная сверху оказалась. Ну вот он вот так вот и уходит. Значит, обратную веревочку проплели. Теперь прямую веревочку плетем. Так, заканчиваю. Это у нас отдыхает. Я заканчиваю. Раз, туда ее. Все, ряд закончила. И у нас получилось 2 трубочки для плетения прямой веревочки. Плету прямую веревочку. Вот, еще раз показываю, доплела. Вот 2 трубочки вышли. И вот моя отмеченная. Вон она. 2 трубочки вышли. Вот она светлая, она прямо сама уже ложится на, вот внизу которая, сама ложится на ситец. А нижнюю пока под плетение, и она отдыхает. А верхнюю сейчас плетем ситец. Вот. Веревочку мы проплели. Теперь надо ситец плести. Как решить, какой трубочкой плести ситец? У нас 2. Да? Сейчас вот трубочка должна, эти белые все сюда сходятся, коричневые все сюда сходятся. То есть мы белые сейчас уже 3 доплели. Теперь у нас коричневые. То есть вот у нас коричневая 1. И раз начали коричневый, значит отдыхает, ждет, пока трубочка вернется. Сейчас мы плетем ситец, ряд одной веревочкой. Ситец проплетаем. Вот, я доплетаю. Вот ряд доплела ситец до начала. И теперь достаю свою вторую трубочку, которая отдыхала, и смотрю, какую же мне веревочку плести, прямую или обратную. Если у нас нужно, чтобы, вот если, короче, прямую плиту, да, чтобы видно было, вот они все 3, вот сошлись все сюда, коричневые, получилось как лапка, видите? А если я забыла, взяла и отошла и начала плести, например, обратную веревочку, то, вот видите, здесь 3-я трубочка не подходит к нему. Значит, узор я нарушила, все. Значит, надо плести прямую веревочку. И так все время ситец одной трубочкой и потом веревочку. И ситец или светлый, или темный. Значит, 3 закладываю и начинаю плести веревочку в 3 трубочки. Значит, до сюда где-то я доплела, вот, и перевернула форму, потому что, чтобы хорошо было прижимать. Иначе она не дает хорошо прижать. И получается, такие они не очень красивые. Говорю, закрываю ряд. Я срезаю все стойки. Правильно. Так, наращиваю на клей. Так, еще один ряд я проплету перед розгой, чтобы пеньки закрыть. Здесь я не
стягиваю плетение. Уже вот прям как идет трубочка. Обрезаю стойки, трубочки перед стойками. Ну и розгу обыкновенную. Этот хлебницу мы плели в сентябре 2020 года. Ознакомиться с полной версией плетения в эфирах, если вам это нужно, вы можете, став спонсором уровня плетения изделий. Тогда вам будут доступны все эфиры в течение 3 месяцев. После 3 месяцев эфиры уходят в архив и доступны уже на другом уровне спонсорства. Трубочки у меня накручены на спицу 1 мм, ширина полосы 7 см. Как окрашены трубочки, можно посмотреть по ссылочке на ваших экранах. Обработаны лак-вода. Как я это делаю, можно посмотреть по ссылочке в описании под видео. В описании под видео я оставляю очень много ссылочек. Заходите туда, смотрите.